Глава 2. Руслан и Белла. Руслан с Беллой, как и все население Грозного, метались из одного разбомбленного дома в другой. Их жилище было разрушено, как и у многих соседей. В начале года Руслан с Беллой оказались в высокогорном селении, в доме одинокой старушки. Она выделила им 2 комнаты и сказала, чтобы они чувствовали себя как дома. Самым большим неудобством было отсутствие электричества. В 5 уже темнело, а солнце всходило не раньше 9, поэтому иногда они ощущали себя детьми подземелья. Несмотря на войну, здесь, в горах, они как никогда чувствовали свое единение с природой. Воздух был свежий, а по ночам в небе мерцали звезды. Да и само небо было чистым, не то что в городе. Руслан, как и все, верил в скорое окончание войны. Он твердо решил, что когда-нибудь построит себе дом в горном селе и будет приезжать туда с детьми. И хотя за 10 лет брака у них с Беллой так и не родился ребенок, он твердо верил, что рано или поздно у них появятся дети. Руслан всегда был чем-то занят, либо по дому, либо помогал сельским детишкам с учебой. Несмотря на войну, люди понимали, что надо учиться, и были чрезвычайно рады узнать, что Руслан учитель английского языка. Он только и успевал ходить из дома в дом, преподавая азы. Денег Руслан не брал, и люди помогали им с Беллой как могли. В один из дней, вернувшись домой, как обычно, он столкнулся с Беллой прямо на пороге. Не дожидаясь вопросов, она попросила его сесть, прикрыла дверь в комнату и вдруг заплакала. Руслан удивился и даже слегка испугался. Такого раньше никогда не было. Его Белла была сильной и волевой, а сейчас она дала волю чувствам. «Ну в чем дело? Скучно тебе здесь, да?» — спросил он. «Руслан, я беременна». «Это...» Он осекся, собираясь с мыслями, но тут же обнял жену и подхватил ее на руки. «Это же отличная новость!» Теперь Руслан чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Все его мысли были направлены на то, чтобы найти способ вывести Беллу как можно дальше отсюда, чтобы она не видела и не слышала рева самолетов, грохота пушек, треска автоматных очередей, чтобы не натыкалась на людей в военной форме. К этому невозможно привыкнуть. Война войной, а Руслану нужен здоровый, нормальный ребенок. Он не мог позволить, чтобы с Беллой и малышом случилось что-нибудь плохое. Он никогда бы себе этого не простил. Муж Зары, Расул, был человеком средних лет, отцом 6 детей, которых он практически не видел. Он работал, не покладая рук, чтобы они были обеспечены и хорошо учились. Но эта проклятая война спутала все планы. Все образованные люди, включая учителей, стали покидать Чечню. Однако, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Помощь пришла в лице Руслана, который учил их чеченскому, русскому, да плюс ко всему еще и английскому языку. Поэтому Расул не мог отказать Руслану ни в чем. Впрочем, Руслан ничего особенного ни у кого и не просил, руководствуясь жизнью правилом. Рука дающего лучше, чем рука просящего. Расулу было радостно видеть, с каким усердием его дети учатся у Руслана. Он часто улыбался и говорил: «Учитесь, дети мои, учение — свет, а не учение — чуть свет и на работу». Руслан дождался, когда Расул вернется из Хасавюрта. Еще издалека увидев знакомую машину, он торопливо направился навстречу. Они, как обычно, поздоровались, и Руслан сразу перешел к делу. «Расул, не знаю, говорила ли тебе Зара, но, в общем, если пожелает Всевышний, я стану отцом». «Да ты что, Руслан, вот те раз, вот те новость». Чтобы порадовать молодого отца, Расул сделал вид, будто впервые слышит об этом. «Слушай, Руслан, а ведь у нас здесь, в селе, никаких условий нет, даже медсестры нет. Вот об этом я хотел с тобой поговорить. Видишь ли, Расул, у меня и у Беллы нет никого, ни ближайших, ни дальних родственников, и оставить ее здесь я не могу». «Я понял, Руслан. Слушай, у меня есть тетя в Махачкале. Она живет одна. Дети у нее уже выросли, женились, так что это самый подходящий вариант для вас. Думаю, вам надо ехать к ней. Я помогу». «Спасибо, Расул.
Спасибо тебе за помощь. Здесь только одно «но». Я не поеду. Она отправится одна. Может быть, я пару раз навещу ее, а потом уже только к самым родам. Это почему ты не поедешь? Расул, у тебя 6 детей, ты никуда не уехал. Если я уеду с ней, то буду чувствовать себя так, словно спрятался от войны за спиной жены. Я не поеду, Расул. Помоги мне с Беллой в Махачкале. Подожди, Руслан, я все понял. С Беллой вопрос решен, но что тут можно сказать? На твоем месте я поступил бы точно так же. Так получилось, что Белла оказалась в Махачкале только через 4 месяца. Она сразу сделала УЗИ, чтобы узнать пол ребенка. Ей очень хотелось, чтобы это был мальчик, потому что так хотел ее муж. Не было у нее никого в целом мире, кроме него. Так же, как и у него. Никого, кроме нее. И вот теперь у нее должен был появиться еще один родной человечек. Все тягости беременности были ей в радость. Она жила в ожидании момента, когда ребеночек появится на свет. Руслан так долго ждал этого. Каждый раз, когда Божий дар толкался в утробе Беллы, она плакала от счастья. Это было нечто невыразимое. Ощущать, что скоро ты дашь кому-то жизнь. Более того, УЗИ показало, что будет мальчик. «Руслан, это мальчик!» Радостно выпалила Белла по телефону. «Защитник, значит, будет, кормилец. Ты береги его, моего сына, не перетруждайся. И, пожалуйста, будь осторожней». Он помолчал и с сомнением добавил. «Не знаю, может, зря я тебя одну отправил». «Я справлюсь». Было слышно, как тяжело дались Белле эти слова. Как ей хотелось сорваться и заплакать, начать жаловаться, что ей плохо без крепкого плеча мужа, на которое можно было бы склонить голову. Но ничего этого она не сказала, только едва слышно повторила. «Я справлюсь». Руслан почувствовал все, что она хотела сказать, и не сказала. Все, что должна была сказать. И он понял. Белла хотела, чтобы он оставался вместе со своим народом, разделил общее горе, помогал людям, чем мог. Ведь именно за это она любила его. Так и не подобрав нужных слов, он положил трубку. Через несколько дней к Белле подошла медсестра. «Белла, Людмила Ивановна просит тебя зайти к ней в кабинет». Белла инстинктивно почуяла что-то неладное. Забыв об осторожности, она побежала в кабинет главного врача и сходу, не поздоровавшись, выпалила. «Что-то не в порядке с моим сыном?» «Успокойся, Беллочка, твой ребенок здоров и в порядке», — ответила Людмила Ивановна. Схватившись за сердце, Белла с облегчением опустилась на диван. «Слава Всевышнему! Я так испугалась!» И тогда главврач посмотрела ей в глаза и сказала то, что она больше всего не любила говорить своим пациентам. «Белла, твоя жизнь в опасности. Ты заметила, как сейчас схватилась за сердце? Так вот, у тебя врожденный порок сердца. Ты не вынесешь эти роды и можешь умереть. А ребенок? С ним все будет хорошо. Но я предлагаю тебе подумать о своей жизни. Каким образом? Тебе надо избавиться от ребенка». Словно услышав эти слова, ребенок в утробе Беллы забился с неимоверной силой. Он будто кричал и сопротивлялся, умоляя не убивать его. Слезы хлынули из глаз Беллы. Она распахнула халат, оголив живот, положила на него правую руку и спросила: «Людмила Ивановна, вы это видите?» Другой реакции Людмила Ивановна и не ожидала. Ей было 60 лет, и 35 из них она посвятила тому, что каждый день приносила людям добрые вести, сообщая, что у них кто-то появился на свет. За это она любила свою работу. Но иногда, очень редко, бывали дни, как сегодня. И тогда она жалела, что выбрала эту профессию. К этому нельзя было привыкнуть. Для женщины всегда огромная трагедия узнать, что ее мечтам о материнстве не суждено сбыться. Каковы шансы, что я смогу выжить во время родов? Самые минимальные. По моей практике скажу, почти никаких. Людмила Ивановна, на днях приедет мой муж. Возможно, раньше в его роду были сотни, тысячи человек, но сегодня у него, как и у меня, не осталось ни братьев, ни сестер, ни родственников. И он ждет этого ребенка, своего сына, уже целую вечность.
Это вторая причина, по которой я хочу родить ребенка. Но самое важное состоит в том, что я мать, я женщина. Пожалуйста, не говорите моему мужу об этой проблеме. Никогда. Не хочу написать ему письмо. Если я умру... И тут Белла не выдержала и расплакалась. Ей не хотелось расставаться ни с любимым мужем, ни с ребенком, который стал теперь смыслом ее жизни. Но, возможно, теперь ради них ей придется покинуть этот мир. И если я умру, вы передадите ему мое письмо. «Беллочка, я сделаю все, как ты скажешь». Со слезами на глазах Людмила Ивановна заключила Беллу в свои объятия. Руслан ходил по коридору, нервно обгрызая ногти. С минуты на минуту на свет должен появиться его долгожданный сын. Руслан ждал, когда за дверями раздастся крик новорожденного. И медсестра сообщит ему радостную весть. Но вместо медсестры к нему вышла сама Людмила Ивановна. Она шла неторопливо, ее лицо не выражало ничего. Руслан подумал, что это, наверное, из-за усталости, и как только она подойдет, все сразу станет на свои места. «Людмила Ивановна, как мой сын, как Микаил?» «С ним все хорошо, его сердечко бьется», — сказала она бесцветным голосом. Но сердце бедной Беллы остановилось. Руслан снял номер в гостинице «Хаят» в Валенсии, поближе к Микаилу. Он выяснил, что мальчик заканчивает занятия в школе в 2 часа дня, а домой добирается на школьном автобусе. В 2:30 автобус останавливался напротив дома Микаила, поэтому Руслан припарковался неподалеку, чтобы дождаться сына. Он был уверен, что ни с кем его не перепутает. Увидев автобус, Руслан напрягся. Его сердце часто забилось. Он не отводил глаз от группы детей, которые прощались друг с другом. Все пошли дальше по улице, и только один начал переходить дорогу. Это был он, Микаил. Руслан сразу заметил, что он очень похож на мать. Также чуть наклоняет голову вправо, и есть что-то неуловимо знакомое в походке. Руслан до сих пор помнил ее родинку на правой щеке, как у Беллы. Он проследил за Микаилом, пока тот не скрылся в доме. Затем медленно тронулся с места, предполагая поставить машину чуть в отдалении, чтобы не вызвать подозрения у соседей. Может, это никого и не волновало, но врожденный инстинкт самосохранения жил в нем, как в любом другом чеченце. Особенно после войны. Как только его автомобиль поравнялся с домом Микаила, дверь открылась, и Руслан увидел, что на пороге вновь появился его сын со скейтбордом в руках. Он уже шагнул вниз по ступенькам, но потом вернулся и громко сказал через дверь, смешивая русские и чеченские слова: «Да, у меня на завтра нет домашнего задания. Я приду через час». Радости Руслана не было предела. О таком он мог только мечтать. Его сын говорил на 3 языках. Ему захотелось от всего сердца поблагодарить его опекуна за то, что он не поленился и научил мальчика и чеченскому, и русскому языкам, даже вдали от дома. Однако Руслан тут же сообразил, что если бы мальчика не выкрали, то он сам научил бы его и чеченскому, и русскому, и английскому. И более того, Микаил называл бы его отцом, а не этого чужого человека. Теперь Руслан уже готов был разорвать старика голыми руками. Но он быстро пришел в себя и вспомнил, что в жизни добро и зло всегда ходят рядом. Руслан понимал это, как никто другой. Он еще в детстве задумался над словами одной песни: «Если боль твоя стихает, значит, будет новая беда». Позже, погрузившись в чтение религиозных и философских книг, Руслан понял, что Аллах сотворил людей для испытаний, и не все выходят из них победителями. Всякий раз, когда он попадал в беду, он вспоминал слова из Корана, где сказано: «Аллах посылает только те испытания, которые человек может выдержать». Тем временем Микаил спустился по лестнице, бросил скейтборд на землю и, ловко на него запрыгнул, покатился вниз по улице. Руслан аккуратно завел машину и поехал следом, пока минут через 5 не увидел надпись «Скейт-парк Санта-Кларита». Теперь он знал, где, вероятнее всего, найдет Микаила в следующий раз.
После долгих раздумий Руслан решил, что завтра он дождется Микаила здесь, поздоровается, назовет себя другом отца, а потом скажет, что хотел бы сделать Канте сюрприз, неожиданно нагрянув к нему в дом. А пока что Руслану хотелось понаблюдать за сыном. В конце концов, он не знал, как все сложится после их встречи с Кантой. Руслан заметил на стене надпись «Пожалуйста, надевайте шлем». Но, похоже, кроме него никто надпись не читал. Все дети катались без шлемов. Понаблюдав, как скейтеры падают после неудачных трюков, он проворчал: «Нет, обязательно куплю ему самый лучший шлем. И обязательно построю для него на Рублевке скейт-парк». Этим Руслан словно убеждал себя, что Микаил без колебаний признает в нем настоящего отца и уедет с ним в Россию. Он уже увлекся было своими мыслями, как вдруг его пронзило какое-то необъяснимое предчувствие. Сейчас будет беда. Он хотел окликнуть на Микаила, но было поздно. Разогнавшись, мальчик взлетел с самой верхней ступеньки лестницы, но перед приземлением потерял скейтборд и вместо того, чтобы опуститься ногами на доску и покатить дальше, приземлился на ноги и по инерции полетел вперед. Следующие секунды для Руслана превратились в вечность. Он, словно в замедленном кино, видел, как тело его сына разворачивало в воздухе, угрожая ударить головой об асфальт. Забыв обо всем, Руслан бросился к сыну. Микаил пытался открыть глаза, но тщетно. Он не мог сообразить, где он и что с ним произошло. Наконец он разглядел своих друзей Эрика и Алика. Они что-то говорили, но слух еще не до конца вернулся к нему. Мальчик попытался было шевельнуться, но понял, что стиснут в чьих-то объятиях. Прижав сына к груди, Руслан в ужасе кричал по-чеченски, что это его вина, что ему не надо было ждать, пока что-то случится, а надо было сразу идти в дом к сыну, как только увидел его. Ошарашенный происходящим, Микаил, похоже, даже забыл, что с ним произошло. Медленно высвободившись из объятий Руслана, он спросил по-чеченски: «Вы кто?» Руслан собирался уже ответить, но тут на полной скорости в парк влетела машина скорой помощи и через несколько секунд остановилась около Микаила. Доктор начал было задавать вопросы, но Руслан вмешался и принялся отвечать сам. Выслушав его, врач предположил, что у Микаила, вероятнее всего, сотрясение мозга, и его следовало бы отвезти в больницу, чтобы сделать компьютерную томограмму. Все это время Микаил смотрел на Руслана и думал: кто этот незнакомец? Почему он причитает надо мной? Почему вмешивается, да еще и говорит на чеченском? «Ну что, едем в больницу?» — спросил врач. «Я думаю, со мной все в порядке», — ответил Микаил, потирая ушибленный локоть. «Хорошо, в таком случае нужно подписать бумагу, что пациент отказывается от госпитализации. Но вы этого сделать не можете, потому что вы несовершеннолетний. Необходимо, чтобы ее подписал кто-то из родителей». «Нет проблем, я отец», — сказал Руслан и быстро поставил свою подпись. Он подумал, что удивит или даже испугает Микаила. Но тот улыбнулся и подмигнул ему. Руслан предложил довести мальчика до дома. Тот не стал возражать. Когда скорая помощь уехала, они медленно пошли к машине. Микаил ловко забросил в багажник свой скейтборд и сел на переднее сиденье. Руслан, уже достав ключи, когда Михаил, улыбаясь, сказал: «Спасибо, что сообразили и назвали себя моим отцом, иначе они повезли бы меня домой, и мне бы влетело». «Микаил, я действительно твой отец», — сказал Руслан и как бы для достоверности снова повторил: «Я твой отец». Улыбка сошла с лица Микаила, и теперь его взгляд выражал подозрение. «Послушай, Микаил, я объясню тебе все позже. Мне нужно поговорить с Кантой, и желательно в твоем присутствии». «Извините, мой отец очень болен, и я...» «Он тебе не отец, я твой отец». «Нет, он мой отец. А вот кто вы такой, чтобы мне это говорить?» Глаза Микаила гневно сверкнули. Руслану показалось, что если он скажет еще что-то про Канту, то Микаил вцепится ему в горло. Теперь от его американской вежливости ничего не осталось. «Зов крови», — подумал Руслан. И где-то в глубине души даже обрадовался тому, что его сын может быть таким коршуном и так неистово защищать свое. Руслан пристально посмотрел мальчику в глаза и сказал: «Микаил, успокойся и послушай меня. И очень скоро тебе все станет ясно. Кто твоя мама?» «Она умерла, когда рожала меня». «Это правда. Как ее звали?» «Роза». «А вот это неправда. Ее звали Белла».
Почему тебе не сказали правду? Мне еще предстоит выяснить. Ты видел когда-нибудь ее фотографию? Нет. А почему? Потому что мой папа сказал, что из-за войны наш дом сгорел, и вместе с вещами сгорели все наши фотографии. Это тоже неправда, Микаил. Дело в том, что у Канты никогда не было фотографии твоей мамы, потому что он никогда ее не видел. Более того, 16 лет назад он с бандитами похитил меня и Яшу Гельдмана, а потом я потерял тебя на целых 16 лет. И сейчас, когда я тебя нашел, я никому тебя не отдам, ты слышишь меня? Никому. Даже если весь земной шар перевернется. Последние слова он сказал очень жестко и уверенно, как будто кто-то действительно хотел отнять у него сына еще раз. Микаилу начало казаться, что он попал в какое-то странное кино, где похищают детей, а потом их находят таинственные незнакомцы. Это в корне нарушало тот ритм, в который он жил, сколько себя помнил. Даже ему, совсем юнцу, стало понятно, что сейчас его жизнь принимает совершенно неожиданный оборот. Он не раз видел свою маму во сне. Он говорил с ней, делился сокровенными секретами и мыслями. Когда ему было 7 лет, в нем проявились способности художника. В 10 лет он нарисовал портрет матери, показал Канте и спросил, она была такая? Канта бросил быстрый взгляд на рисунок и буркнул «нет». Расстроенному Микаилу ничего не оставалось, кроме как уйти в свою комнату. И вот сейчас этот незнакомец, неожиданно ворвавшийся в его жизнь, дает ему надежду на то, что он сможет увидеть мать, хоть мельком, хотя бы на фотографии. Если вы говорите правду, и вы мой отец, тогда докажите это. Покажите мне фотографию мамы, я ее узнаю. Нет сомнений, Микаил, ты ее, конечно же, узнаешь. Руслан открыл портфель и бережно достал фотографию Беллы. Как только взгляд Микаила упал на изображение, слезы ручьем хлынули из его глаз. Руслан вышел из машины. Увидев какого-то прохожего, он машинально попросил закурить, а в обмен протянул $20, даже не понимая, что он делает. Это была его первая и последняя сигарета в жизни. Неумело докурив, он вернулся к машине и застал Микаила с прижатой к груди фотографией матери. Он нашел ее, и он был уверен, что она видит его и может быть спокойна, потому что теперь он не один. Теперь с ним отец. Руслан вытянул сына из машины и прижал к себе. Микаил прильнул к отцу доверчиво, утонув в его объятиях. Когда-то Руслан прождал 10 лет, пока Микаил появится на свет. Когда он наконец родился, мир перевернулся. Руслан держал в руках крошечное существо ростом в 51 сантиметр и весом в 3 килограмма. И не мог поверить, что это его плоть, его частица. Ему хотелось прижать сына к груди, чтобы показать свою любовь, но он боялся раздавить малыша. Сейчас, спустя 16 лет с момента, когда его разлучили с сыном, он словно восполнял этими объятиями все те упущенные дни и часы, когда Микаила не было рядом. Все остальное было уже не важно. Важно было то, что они теперь вместе. «Да, почему умерла мама?» — спросил Микаил. «Понимаешь, жалко, что ты еще не умеешь читать по-русски. Я бы дал тебе ее письмо». «Да, я умею читать по-русски». Тогда Руслан открыл портфель и молча протянул сыну последнее послание Беллы. «Руслан, всегда есть надежда на хорошее. Надежда, что тебе не придется читать это письмо. Но в случае, если я умру, ты прочтешь его. Страшно подумать, что я умру. Страшно не за свою жизнь. Страшно, что мне придется расстаться с тобой и никогда не увидеть нашего сына. Мы ведь так долго его ждали, нашего Микаила». Слезы опять потекли из глаз Микаила. Руслан все это время смотрел на сына, и когда тот заплакал, он точно знал, какие строки сын прочитал. Руслан перечитывал это письмо много раз, он знал его наизусть, и он отдал бы жизнь за то, чтобы Белла хоть краешком глаза могла взглянуть на сына. Микаил тем временем переживал свою драму. Жалел ли он себя? Нет. Когда-то он прочитал, что жалость к самому себе — это удел слабых.
Поэтому он никогда ни при каких обстоятельствах не жалел себя. Но ему было жалко маму, которую он любил, хотя никогда ее не видел. Микаил продолжал читать письмо Беллы. «Руслан, ничего уже не изменить и не оспорить. Я прожила с тобой счастливую жизнь и не променяла бы тебя ни на кого. Я уверена, что ты будешь в раю, и я надеюсь, что своим поступком смогу присоединиться там к тебе. Я знаю, что ты будешь любить нашего сына и заботиться о нем. Береги его и вырасти из него такого же хорошего человека, как ты сам. Будь всегда рядом с ним». Дочитав, Микаил задумчиво сказал: «Да, меня беспокоит вопрос, что будет дальше. Как ты поступишь с Кантой, как ты ему все объяснишь?» «Я ничего не должен ему объяснять. Это он должен мне объяснить. Почему ты рос не со мной, а с ним?» Микаил почувствовал в голосе Руслана грубые резкие ноты. «Да, я не знаю почему, но я уверен, он действовал не по злому умыслу. Иначе бы не относился ко мне так хорошо все эти годы. Немногие родители заботятся о своих детях так, как он. Прошу тебя в одном. Когда его увидишь, не торопись судить, выслушай его сначала. Хорошо, Дад?» «Хорошо», — ответил ошеломленный Руслан. Ему показалось, что он разговаривает с мудрым старцем. Он прекрасно понимал, что обычный подросток не может так рассуждать. Значит, у сына был свой тайный, никому неизвестный мир, полный взрослых переживаний. «Микаил, а откуда ты знаешь, что отца по-чеченски называют Дада?» — спросил Руслан. «Я так называю Канту». «А как ты теперь будешь его называть, после того, как ты узнал правду?» «Да, я понимаю тебя, но, поверь, все эти годы он был добр ко мне, воспитывал как чеченца и всегда говорил, что я должен вернуться домой, на родину. Микаил, тогда я не понимаю, зачем ему все это? Если у него не было детей, он мог бы найти тысячи других возможностей совести сына. Но почему? Почему ему надо было именно меня делать несчастливым на долгие 16 лет?» «Да, я не знаю. Но точно знаю, что он никому не мог сделать плохого. Он хороший человек». «Думаю, ты прав, Микаил. Когда бандиты похитили меня много лет назад, он единственный среди них был без маски. Он один не грубил, не избивал нас с Яшей, когда я пытался им объяснить, что они совершают большой грех. С тех пор я много раз пытался понять, в чем тут секрет. Еще вот что удивительно. Если бы он не хотел, чтобы я тебя нашел, он не должен был появляться на телекране, тем более вместе с тобой. Это было либо очень глупый поступок, либо он хотел, чтобы я вас нашел. Да, я могу тебе сказать точно одно. Я знаю его очень хорошо. Он очень разумный человек и никогда не делает опрометчивых поступков. Тогда почему он хотел, чтобы я тебя нашел? Я не знаю. Да, конечно, откуда тебе это может быть известно? Даже мне непонятна вся эта ситуация. Я думаю, ответ в 5 минутах отсюда. Скоро мы все узнаем. Кстати, Микаил, сначала я бы хотел пойти в мечеть и помолиться. Нет проблем, да. Видишь вот то маленькое здание? Там внутри мечеть. С 6 лет Канта водил меня туда. Каждую субботу и воскресенье я учил там арабский язык и основы религии. Спасибо ему за это. Руслан понял, что невозможно отрицать очевидное. Канта сделал для его сына много добра. Но какую цель он преследовал, выкрав малыша у родителя, оставалось непонятным. Поэтому, хотя Руслан был, конечно, рад второму рождению Микаила, он все еще чувствовал себя не в состоянии простить Канту. Зайдя в мечеть и совершив омовение, Руслан полностью погрузился в молитву. Опомнился он только, когда увидел рядом с собой сына, который кротко шептал слова молитвы. Когда-то Руслан держал его совсем крохотного в ладонях. Теперь этот мальчик уже был одинакового роста с отцом. «Спасибо тебе, о Аллах, за все, что ты делаешь», – прошептал Руслан и, повернувшись к сыну, крепко обнял его. Микаил все еще держал в руках письмо и фотографию мамы. Ему казалось, будто он держит ее за руку, как всегда мечтал. И теперь он может обнять и взять за руку еще и своего отца.
Руслан инстинктивно чувствовал, что в действиях Канта не было злого умысла. Просто было что-то такое, о чем они, Руслан и Микаил, не знали. Неторопливо выйдя из мечети, они направились к машине. «Микаил, когда войдем в дом, пожалуйста, укажи мне его комнату, а сам иди в другую. Мне надо поговорить с Кантой с глазу на глаз. Потом я тебя позову, когда надо будет». Хотя Руслан сказал это спокойно, Микаилу стало тревожно на душе. «Да, ты ведь все будет нормально, правда же?» Он как бы одновременно спрашивал и утверждал. «Все будет хорошо, Микаил». Они медленно подошли к дому. Руслан сделал глубокий вдох, что-то словно удерживало его и говорило: «Не торопись». Микаил уже взялся за ручку двери, когда Руслан перехватил его руку. «Микаил, мне нужно немного времени, прежде чем я войду. Ты меня понимаешь?» «Да, конечно, тебе нужно время». Руслану было невыразимо приятно слышать, как сын называет его отцом. Хотя Руслан был отцом уже много лет, но сегодня это случилось с ним впервые. Об этом он мечтал столько лет. Сейчас ему как никогда захотелось обнять сына, но он сдержался, потому что, будучи чеченцем, считал подобные проявления нежности чрезмерными. Руслану казалось, что его жизнь вот-вот разделится на две части. Одна была до этой минуты, а вторая начнется, когда он поговорит с Кантой. Руслан медленно развернулся и пошел в сторону лужайки. Сел на траву, подогнул под себя ноги. На память вдруг пришли дни, когда он уходил в армию.